Что нужно знать новому игроку в очередной перегруженной китайской игре? Всем привет! В данном видеогайде объясню основные игровые моменты для новичка. Если сравнить Arknights Enfield с игрой, где встречаются ветра, то она будет немного легче в геймплее, но все равно перегружена ненужным и местами навязчивым игровым процессом. Вообще, у китайских разработчиков, я так понимаю, вполне нормально заставлять игрока выполнять огромное количество душных активностей. Весь этот процесс максимально раздроблен. Например, нужно постоянно выполнять какие-то бесконечные задания, без прохождения которых дальнейший прогресс не откроется. Или посещать миллион вкладок, чтобы забрать мизерные награды для улучшения персонажа. В проекте, где встречаются ветра, вообще нужно было исследовать каждый пиксель в игре, чтобы получать разные возможности для прокачки героя. В данной игре ситуация немного лучше, но тоже будет требовать такого рода выполнения игровых активностей. В начале игры вам нужно будет сразу определиться с отрядом. В команде можно задействовать 4 оперативника. Их нужно подбирать так, чтобы была эффективная синергия. В игре существует разный тип урона – физический и стихийный с разными подвидами. Например, я сформировал отряд ближнего боя, который наносит преимущественно физический урон. Также у меня есть ключевой оперативник Эмбер, который танкует и при использовании своих навыков запускает ротацию скиллов других героев. В моей команде для нанесения урона по врагам в сражениях 3 оперативника всегда активно используют свои навыки в синергии друг с другом. И весь наносимый урон в сражениях более-менее распределяется равномерно между ними. А вот если вы выберете одного ключевого героя для нанесения урона, например, Панихиду, которая наносит колоссальный урон своей ультой, то под нее нужно будет формировать уже другой отряд из героев, усиливающих состояние восприимчивости и ускоряющих перезарядку навыков для Панихиды. Поэтому лучше сразу посмотреть в интернете эффективную связку героев и определиться, каким видом урона ваш отряд будет обладать. Вначале улучшайте основных оперативников, на которых будете играть долгое время. Исходя из синергии и из того, кто будет наносить основной урон, прокачивайте им уровень, улучшайте оружие и собирайте для них полезную экипировку. В этой игре оперативников получаем в случайной лотерее. Все они имеют свой уровень редкости. Редкость героя можно определить по количеству звезд. Чтобы нанять оперативника, нажимаем Escape или клавишу F9 и переходим в раздел найма. В левом верхнем углу будет 2 ячейки. Первая вкладка – ивентовая. В ней будет высокий шанс получить ивентового героя. А во второй вкладке будет стандартный найм из всех существующих героев. В данной азиатской лотерее есть возможность получить героя после определенного количества попыток. Для этого нужно делать много круток. В стандартном найме есть возможность зарезервировать редкого желаемого оперативника после определенного количества попыток. Попытки не сгорают. Удовольствие дорогое, так как на эти крутки нужны специальные билеты или валюта под названием Араберил. Внимание, важный момент. Если вам нужно заполучить гарантированным способом действующего героя из ивентовой вкладки, которая отображается сейчас на баннере, то нужно будет успеть сделать определенное количество попыток за отведенное время. В правой части экрана есть информация о том, сколько попыток потребуется и сколько еще времени будет доступен данный герой. Если в данный срок не успеть, то в ивентовом найме счетчик попыток для гарантированного получения сгорит. Еще нужно знать, что когда в найме выпадает повторно герой, который уже открыт, то за него выдают жетон. Его нужно использовать для улучшения потенциала оперативника. Потенциал героя можно просмотреть через кнопку C. В верхней части монитора будет список доступных оперативников. Возле иконки героя будет пульсировать ромб.
Это означает, что ему можно улучшить потенциал. Нажимаем на него и в правой нижней части кликаем на звезду. Здесь будет 5 фаз улучшений, каждая из которых что-то немного улучшает. Поэтому в найме нужно молиться богу рандома на повторное выпадение нужного персонажа для его последующего максимального улучшения. Теперь обсудим строительство и логистику. Многих игроков данный элемент отпугивает. На первый взгляд может показаться, что строить производство и налаживать логистику между ними сложно. Но на самом деле это не так. Рекомендую в начале игры постепенно проходить строительные миссии. Нажимаем кнопку T, далее заходим в симуляцию. Тут будут открываться строительные миссии, где вам помогут разобраться в сферах строительства и логистики. При успешном прохождении получите награды для улучшения персонажей и чертежи на новые постройки. Для удобного обзора зоны строительства нажимаем кнопку Caps Lock. Тогда вид камеры будет сверху. Когда будете строить здание, акцентируйте внимание на транспортировочной ленте. С помощью нее нужно правильно соединять подаваемые ресурсы из склада до производственных или перерабатывающих зданий. А затем готовый ресурс нужно отправлять обратно на склад. В идеале все эти процессы нужно настроить так, чтобы они работали автоматически. На всякий случай напомню вам, что транспортировочная лента имеет горячую клавишу E, или на нее можно кликнуть в правом нижнем углу. А то в начале игры я долго не мог ее найти. Еще есть возможность задействовать строительные чертежи. В них будут готовые строительные инженерные решения. Нажимаем на F1, и перед нами появится доступный список строительства. Данный прием ускорит комплексную постройку. Когда будете их размещать в зоне строительства, в них внимательно смотрите на направление движения транспортировочной ленты. С помощью кнопки R комплекс можно развернуть. От себя добавлю следующее. Сразу не нужно задействовать все цепочки по производству разных ресурсов. Достаточно произвести максимальное количество определенного ресурса, который будет нужен вам на текущем этапе. После этого производственную линию можно удалить, а на ее место поставить новую линию, которая будет создавать другой ресурс, так как место под строительство в начале игры ограниченное. Любой ресурс или предмет можно просмотреть, как его сделать. Давайте рассмотрим взрывчатку. Нажимаем на нее левой кнопкой мышки, а затем кликаем на строку «Модуль упаковки» или нажимаем Escape. Далее заходим в базу данных. Тут есть поисковая строка, в которой набираем слово «взрывчатка». Затем нажимаем «Просмотреть сведения». После этого выбираем «Просмотреть цепочку». И нам наконец-то открывается меню, где мы видим все нужные здания, которые производят компоненты и последовательные логистические действия для создания взрывчатки. Рекомендую у основных героев делать упор на улучшение боевого оружия. Нажимаем на U, затем ищем строку «Улучшить оперативника». Далее кликаем на иконку рядом с оружием. В графе «Повышение уровня» развиваем уровень оружия с помощью других пушек или специальных предметов. Когда улучшение достигнет предела, нужно сделать калибровку. Калибровка требует специальных ресурсов. Они отображаются в левом нижнем углу. Нажав на них, можно просмотреть разные способы добычи. В графе «Потенциал» для улучшения оружия нам потребуется донор. Точно такое же оружие. При пожертвовании в правом нижнем углу можно увидеть будущее улучшение свойств у основного оружия, которое в данный момент использует оперативник. Долгое время я бегал без экипировки. На самом деле боевая система в игре простая. Тут можно легко уворачиваться от атак противника, так как они предсказуемые и легко читаемые. Экипировку со временем сделал, чтобы от нее получать бонусы. Снаряжение нужно создавать из разных ресурсов. Некоторые ресурсы придется создавать из производственных цепочек на базе. Нажимаем Escape и выбираем «Сборка снаряжения». Ищем доступный комплект брони. Как я уже говорил ранее, мы всегда можем посмотреть интересующий нас материал, как его раздобыть или создать. Например, нам нужен крестоновый компонент.
Выбираем его и переходим в модуль снаряжения. Здесь мы видим всю цепочку, из каких материалов и производственных станков он создается. В заключение скажу следующее. Обязательно с собой берите много взрывчатки, так как придется взрывать потайные ходы и ящики с наградами. По всей территории и в новых исследуемых зонах стройте вышки электропередачи, от которых нужно будет подключать электроэнергию для разблокировки дверей и для установки добывающих сооружений в местах скопления ресурсов. От самой вышки нужно протягивать кабель. Кабель имеет ограниченную длину 80 метров. Также, если вы часто посещаете определенные места, которые находятся далеко от точки телепортации, то стройте зиплайн-пилоны. Они существенно сэкономят время на передвижение. В каждой территории в разных местах находятся аурелены. Это такие сферы, которые повышают запас выносливости персонажа. Их нужно собирать и активировать в пилоне телепорта. Ссылку на все места нахождения этих сфер оставлю в описании к видео. Постарайтесь собирать все игровые награды со всех вкладок. Везде, где вы видите красный ромб, скорее всего будут различные награды. Это, конечно, дрочь. Китайцы любят дробить игровую активность на бесконечные действия. Но придется терпеть, так как некоторые награды действительно полезные. В дальнейшем, собирая по крупицам, их можно будет применить для улучшения оперативника. В игре есть уникальная мирная зона корабль Дицзянь. Данный корабль откроется вам во время прохождения основной сюжетной линии в игре. Чтобы на него попасть, нужно открыть карту, и в правом верхнем углу он будет отображаться. В данной зоне можно получать полезные ресурсы. Например, в инкубаторном отсеке выращиваем редкие ресурсы, а в производственном отсеке создаем материалы для повышения уровня оперативнику. Все это будет полезное дополнительное подспорье для прокачки персонажа и оружия. Для тех, кому понравится строить производственные линии и логистические цепочки на базе, то вам нужно будет обязательно развивать аванпосты. Они откроются во время прохождения сюжета. В них через процесс обмена будем получать специальные облигации. С помощью этих облигаций в меню перераспределения резервов можно будет покупать редкое оружие, талоны на найм оперативников или материалы для прокачки уровня оружия и многое другое. И самое главное, благодаря им у управляющего АПК можно будет расширять территорию базы, и вы сможете размещать больше производственных построек. К сожалению, процесс обмена облигаций всегда нужно выполнять вручную. Жаль, что когда нас нет в игре, это действие нельзя сделать автоматическим. Для того, чтобы быстро взаимодействовать с доступными аванпостами, нужно нажать Escape. Далее перейти в вкладку «Развитие региона». Затем переходим в управление аванпостом. В правой части экрана обязательно нужно выбрать товар с нашей стороны, который будет обмениваться на облигацию. У каждого товара за 1 единицу своя цена обмена. Еще можно назначить координатора на аванпост. Выбирайте подходящего оперативника на эту должность, который будет давать самые лучшие бонусы. Основную базовую информацию рассказал, с ней вы быстрее разберетесь в игре. Мой гайд подошел к концу. Подписывайтесь на канал и группу в Телеграме. Если данное видео наберет 300 тысяч просмотров за 3 месяца, и вы в комментариях захотите продолжение гайдов на эту игру, то я скорее всего продолжу их делать. Многие игроки пугаются от процессов строительства и налаживания логистики, но на самом деле тут нет ничего сложного. Просто очередная китайская дрочильня, в которой чересчур много информации и разных игровых механик. Во всем этом хаосе разобраться реально. Благодарю за просмотр, всем пока!
exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still.